классике наконец-то начинается следующий этап тестирования. Честно, я уже и не думал, что этот момент когда-то настанет, но, друзья, он настал, и разработчики подготовили для нас с вами новый вайп с кучей исправлений и доработок. Абсолютно все, что там будет, мы рассмотрим в этом видео, поэтому, друзья, ставьте сразу мощнейший лайк. Не забывайте, что есть промокод, по которому можно получить легендарный ключ, контейнеры, опыта и рубины. В описании он находится. Просто устанавливайте лучший тег создателя контента ник 10, настройка вашего аккаунта в танках и вводите в промокод. Разработчики подготовили большой список исправлений и улучшений, которые, по их словам, заметно продвинет классику в плане игрового процесса. Орех лично перечислил все изменения и доработки, которые они сделали. Конечно, он это сделал особенным образом в рэп-формате. Повторное нажатие клавиши P не снимает паузу. Если перед подбором припаса активирует карманный припас другого типа, то после подбора припаса, который уже действует на игроке, прогресс его работы в ход не перезапускается. Могли бы просто для удобства вывести все эти списки обновлений на экран, чтобы зрителям удобно было прочитать, посмотреть, а то так приходится пересматривать по 100 раз, что сказал Орех. Ну вот, если что, я сюда сейчас это все вставлю, кто хочет это посмотреть. Из всего, что сказал Орех, можно выделить следующее. Ну, во-первых, да, там куча всяких изменений и доработок багов был исправлен. По типу подбора дропов битвы, который не срабатывал. Хотя у меня такого, по-моему, ни разу не было в классике. Видимо, это не у всех эти баги были. Если вдруг вы накопили контейнеры или открыли контейнеры, там дроп у вас не отображался в гараже, нужно было перезаходить. Или если в гараже у вас лимиты не отображались, да, и приходилось перезаходить в игру, чтобы это посмотреть. Или при сохранении настроек графики в классике игра там вылетала и приходилось перезаходить. В общем, все это пофикшено, друзья. Но из самого интересного, что вот я хочу выделить, наконец-то Орех починил список битв. Но сейчас на экране это мы рассматриваем еще старую версию. Тут этот список битв еще не починен, да. Но он починил все. И ползунки, и можно создать определенное звание, можно вообще одно только звание создать. В общем, полностью корректно будут работать теперь списки созданных битв. И помимо всего прочего, теперь вы будете видеть еще серые битвы, которые вам недоступны по званию. Также стоит выделить, что Орех починил полоску звания. По идее, теперь при получении звания у вас будет эта шкала вся сбрасываться до нулевого уровня. То есть, да, не как у нас тут было, что она при получении званки остается тоже на каком-то определенном уровне. Насколько полностью этот момент починили, будет ли золотая полоска отображаться, вроде как он не уточнил. Ну а по поводу всех настроек управления звука, где вот раньше нужно в игру было переходить, теперь переходить не нужно будет, и все будет работать корректно. В общем, кому интересно, вот посмотрите, что он сказал. Хэдкей P включает паузу битвы, но повторное нажатие клавиши P не снимает паузу. Если перед подбором припаса активирует карманный припас другого типа, то после подбора припаса, который уже действует на игроке, прогресс его работы в ход не перезапускается. В списке битв неправильно отображаются участники битвы. Если битва создается ниже твоего звания, то ты не видишь его в списке. На экране завершения боя пропадает вся верхняя панель звания, магазин, гараж, настройки и так далее. Иконка звания легенды выезжает за пределы полоски лимита. Не подтягиваются установленные лимиты битвы. При запуске битвы выставляются случайные звания. Невозможно выставить лимит на одно звание. После подбора кристальных ящиков битвы дневные лимиты по кристаллам и опыту не обновляются. Чтобы увидеть актуальные цифры лимитов, необходимо перезаходить в игру. Кулдаун припасов хат отображается в неправильным цветом. После выполнения миссии отображается placeholder текст. Прогресс действия припасов отображается в разных направлениях. Полученный из контейнеров краска не появляется в гараже в текущей сессии. Нужно перезаходить в игру. В настройках битвы не должны выставляться два параметра нулевых на времени и лимите киллов или флагов. Скрывать ходя иконку овердрайва. Если настройки битвы овердрайв выключен, сбрасывается настройка звука после перезахода в игру. В битве не применяется изменение настройки управления. Нужно перезаходить в игру. Исправленная очередность выпадения наград по редкости. Сейчас они выпадают как-то рандомно. Если в миссиях два раза нажать на раздел Challenge, то вызывается вечный лоудер. Не сохраняются настройки графики, после закрытия окна настройка не сбрасывается. Установка снятия флажка закрытая битва сбрасывает установленный режим боя. Шкала прогресса звания не обнуляется до нуля. При получении нового звания некликабельные ссылки на битву в чате. Если во время битвы зайти в гараж, затем через раздел припасы перейти в магазин и купить припасы или попытаться совершить покупку, после этого появляется вечный лоудер. Клик по экрану гаража поверх битвы перезапускает паузу. В чате, если удалить ник из поля ввода, то при повторном выборе ник не подставляется в поле и не адресует сообщение. Ну и так далее. Еще вот хочется отметить, что перечень, вот он в конце сказал и так далее, да, перечень не исчерпывающий у нас получается. Что это означает? Что они только часть, вот я насчитал тут около 16 пунктов, которые он озвучил. Это только часть исправлена или исправлена большая часть, потому что, если вы помните, в прошлых видеоблогах говорили, что багов насчитано около 80. Исправлены ли все 80, разработчики не уточняли, но сказали такую формулировку, как и так далее. То есть, возможно, все эти 80 исправлены. Но в таком случае я надеюсь, что какой-то список опубликует Орех, может в чате, может на форуме, поэтому тут непонятно, но вот 16 пунктов там плюс-минус вот уже исправлено, но исправлено ли все, будем смотреть уже на самом вайпе. И вот, собственно, после всего этого и начинается сам вайп, да, заходом на аккаунт, друзья. Я так понимаю, что это будет завтра в пятницу, потому что по срокам, опять же, не сказали, когда будет вайп. Единственное, на что можно смотреть, это в танках онлайн на
время продаж раннего доступа спецух. Еще 11 часов на момент записи этого ролика будут продаваться эти спецпредложения. Слушайте, а если зайти в магазин игры, то 184 дня уже написано будет продаваться. Вот это да. Вот это интересный момент, друзья, 184 дня. В видеоблоге просто была формулировка, что на время вайпа спецухи будут продлены, то есть вайп у нас первый будет 184 дня, что ли, идти? Я что-то немного в шоке. Почему такие огромные сроки у нас? Ну, не знаем, давайте уже посмотрим завтра, как оно будет. На самом деле, в пятницу, если, конечно, в пятницу будет этот вайп, потому что, опять же, ранний доступ на одной из вкладок написано, что 11 часов еще будет длиться продажа предложений, ну а в магазине игры уже увеличено все в огромнейших просто размерах. Ну ладно, эти, короче, моменты все проверим завтра уже, как оно будет. Вот, и что нас ждет, да, на этом вайпе? При заходе на ваш аккаунт у вас будет автоматически установлено звание лейтенант, и у вас будет начислено 100 тысяч кристаллов. Не забывайте только, что это не танки онлайн, да, это не как в танках онлайн 100 тысяч кристаллов, а это 100 тысяч кристаллов для классики. Здесь это большая сумма. И еще стоит отметить, что на этом же вайпе, на этом же этапе будут добавлены легаси карты. Наконец-то легаси карты. Не знаю, как вы, я лично вот их ждал, наверное, даже больше всего в этой игре, потому что для меня это прям вот самая-самая настоящая классика. Это те самые карты, та самая графика до ребаланса. Кто до ребаланса играл, друзья, с вас обязательно комментарии, лайк на видео. Сколько их конкретно добавят, не уточнили. Возможно, их добавят в том количестве, которое нам показали. Ну вот сейчас на экранах вы видите. Но одновременно с этим сказали, что в планах добавить больше 80 либо 80 старых легаси карт. Ну, скорее всего, 80 мы не будем, да, сразу видеть, а лишь те, которые нам показали. Но этого тоже достаточно. Это тоже не одна и не две карты. Уже есть какое-то разнообразие. Ну и помимо всего прочего, друзья, появится новое специальное предложение во время закрытого теста. Да, вот нужно купить предложение, чтобы попасть на закрытый тест. И на самом закрытом тесте тоже будет спецпредложение продаваться. В общем, все желающие, кто на закрытом тесте не может там прокачаться, хочет что-то протестировать, что ему еще недоступно там по званию. В общем, такая возможность у вас будет. Разработчики подготовили возможность покупки кристаллов, возможность покупки опыта и возможность купить вооружение, скины. Как это предложение будет выглядеть, что из себя представлять, сколько стоит, это тоже все увидим на вайпе. Но вот такое содержимое оно будет иметь. И помимо всего прочего, в этих спецпредложениях будет встроена пушка Бонг, хоппер, либо же, как он называется, Unknown корпус, ну и граната. И, друзья, стоит очень важную помарочку сделать, что это будет только на время закрытого теста. В самом релизе не будет ни хопперов, ни гранат, ни бонков. Это сделали просто для увеселения закрытого тестирования, чтобы мы это все прощупали. И это сделано не просто так, потому что дальше будут голосования после всех вот этих тестирований, получения обратной связи. А вдруг всем игрокам сейчас граната понравится, хоппер понравится и бонг понравится, и скажут, давай добавляй орех в классику, давай оставим это все дело. В общем, после всех тестирований у нас будут голосования, в которых мы решим, что оставляем, что нравится, что не нравится, в том числе и вот по легаси картам. Все, кто хочет поиграть в классику, в закрытый тест, я уже говорил, спецпаки будут продлены. Они уже продлены, уже можете купить, кто еще не купил. Доступ дает даже самый дешевый пак в классику. Ну а когда выйдет, сроков не называли. Опять же, предполагаю, что начинается вайп уже в пятницу 31 июля. Но я прям надеюсь, что это будет в пятницу 31 июля, потому что зачем еще тянуть дальше? Вот такие, друзья, фантастические глобальные изменения у нас в классике резко вот произошли. Все это время казалось, что там разработчики ничего не делают. Они, видите, как делали, занимались. Просто могли бы в чат писать, да, что вот мы вот это сделали, то-то сделали, вот это сейчас планируем делать. А то было ощущение, что ничем не занимается. Тут бац, огромный просто список обновлений. Пишите ваше мнение в комментариях, как вам этот вайп, как вам такая информация, такие новости. Как думаете, когда он выйдет, этот вайп? Ну, я надеюсь, что если вы это видео смотрите в пятницу, он уже вышел. Ну, не забывайте ставить лучший тег создателя контента Ник10 в настройках вашего аккаунта в танках онлайн. Вводите секретный промокод, который находится в описании. Также хочу, друзья, попросить подписаться вас на мой телеграм-канал, который есть в описании. Там есть и общий чат для общения, тоже можете заходить, задавать ваши вопросы, анонсы, новости, тоже там все выходит. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм, в описании ссылочка есть. А я всех благодарю за просмотр.